Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня вас ждет английский футбол. Я приехал на юг Англии, в город Брайтон. Причем приехал я сюда уже второй раз за сезон, что случается со мной очень редко. Сегодня здесь местный Брайтон энд Хоув Альбион сыграет с Вест Хэм Юнайтед. Я наконец сюда приехал в качестве гостевого болельщика. Ну и я очень надеюсь, что мне получится получить какие-то другие эмоции, отличные от того, что было в прошлый раз. Если видео о моем предыдущем визите в Брайтон пропустили, то ссылка в описании. Я очень надеюсь, что сегодня я смогу сполна прочувствовать атмосферу American Express Stadium. Я очень надеюсь на то, что и гостевой сектор будет в порядке, несмотря на то, что нынешний сезон для Вест Хэма это такое себе. Вам предлагаю заранее настраиваться на самый позитивный лад, ставить лайки к этому видео, подписываться на канал, если еще этого не сделали. Ну и, конечно же, подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании, и вот вам QR-код для этого. Ну и погнали! Нас ждет Брайтон Вест Хэм. Будет интересно. Перед матчем нельзя не зайти на пинту в центре Брайтона. Я выбрал самый красивый паб, который мне попался на карте, Ye Olde King and Queen, и внезапно оказалось, что он просто забит фанатами Вест Хэма. То есть я пришел по адресу, пиво недорогое, ну, потому что Брайтон не Лондон. Пинта бир Моретти 5 фунтов, отличная цена, в общем... Топовая атмосфера, всем cheers, настраиваемся на матч. Я думаю, на стадионе будет жарко. В этот раз я пришел на вокзал за 45 минут до начала матча. Картина, в принципе, знакомая. Примерно отсюда я и начинал в прошлый раз ждать своего поезда. Надеюсь, сегодня побыстрее удастся пробраться. И к стартовому свистку я уже буду на гостевом секторе American Express Stadium. Удивительно, но в этот раз мне потребовалось какие-то 7 минут, чтобы оказаться в поезде. И вот уже спустя 20 минут, после того, как я пришел на станцию, я подхожу к American Express Stadium. До матча еще 25 минут, так что я, конечно же, скачу в магазин. Да, я его показывал в свой прошлый визит сюда, но, мне кажется, там уже и ассортимент мог поменяться, да и дискаунты. В общем, посмотрим, что сейчас есть в магазе Брайтона. Ну и пойдем смотреть футбол. Сразу около стадиона беру программку. Я помню по прошлому визиту сюда, что они прям топовые в этом сезоне, прям очень классно в стиле комиксов так оформлены. Ну и внутри, в принципе, есть что полистать. И вот так выглядит околостадионная атмосфера сегодня. Музыка играет, народ пьет пиво. Интересно, но основной клубный магазин закрыт, видимо, на ремонт, на реконструкцию. Говорят, идти нужно к временному магазину. Ну
Ну и вот прикольно смотреть, как прям возле стадиона, возле входа на его сектора народ просто на газонах сидят, пьют пиво на солнце, наслаждаются чудесной погодой. Вот прям вот топовый выезд. Вот я мечтал какой-нибудь летний или прям так поздний весенний выезд в Брайтон. Получилось. Кайф. В общем, чтобы найти клубный магазин, мне пришлось обойти весь стадион. Где-то вот там вход на гостевой сектор. И вот временный клаб-шоп. Тут же какая-то палатка с едой. Ну, заглянем в этот временный клаб-шоп. Магазин хоть и временный, но, смотрите, в принципе, довольно-таки просторный. Массовая распродажа, 50% офф. Сейчас конец сезона. Вот такие классные женские худи идут по 50 фунтов. Это, видимо, без дискаунтов. Смотрите, какая красота. Очень крутой свитшот. Стоит 45. Такие масштаб футболки. Но в последнее время вообще это очень популярная тема. Вот здесь это не Score Draw. Здесь, я не знаю, кто это все изготовил для Брайтона. Стоит 45. Сделано классно. Есть более простые худи. Brighton & Hove Albion. Видите, тоже на разные вкус и цвет. Ну, кстати, вот эти идут тоже по дискаунту. То есть так цена 50 фунтов. Я так понимаю, сейчас они стоят 25. Вот панамы какие-то очень интересные. Fatboy Slim. Совместный мерч с Fatboy Slim, ребятки. 15 фунтов. Конечно же, сувенирка, значки, кейринги. Вот я в прошлый раз покупал вот такой значок. Мне очень нравится. К сожалению, вот я видел такие только у Брайтона и Брентфорда. У Пелоса такие продаются как магниты. И вот будут значки, тоже обязательно куплю. Идут по 4 фунта. И вот есть и значки, вот набор разных форм Брайтона. Ну, в принципе, кстати, вот здесь более как-то скромный выбор, чем в большом магазине был. Вот, кстати, шапочно-кепочный отдел. То есть есть не только кепки с Fatboy Slim, есть еще вот такие кепки Брайтон, тоже по 15 фунтов. Ну, кстати, вот та лимитка, я так понимаю, с Fatboy Slim реально прикольно выглядит. Вот очень классные, хоть и найковские, но вот очень классные футболки по 35 фунтов, но вот сделаны очень качественно. Хотя, конечно, спонсора могли бы и не лепить. Тренировочные худи, тренировочные футболки и вот домашняя форма. Все это здесь продается. Ну, вот сейчас интересно, сколько стоит форма. 65, но я так понимаю, сейчас еще идет дискаунт 50%, потому что, как я уже сказал, конец сезона. В общем, ну, такой магазин. В этот раз я ничего покупать не буду, потому что у меня уже все есть. Так что пойдем на стадион. Ну и здесь же, около магазина, временного магазина Брайтона, можно перекусить. Такая микрофан-зона на парковке. И вот, ну, мы же в Брайтоне, на логотипе у Brighton & Hove Albion чайка. Ну и, собственно, кто здесь тусуется? Правильно, тоже вот эти бакланы где-то здесь просто, мне кажется, оккупировали всю территорию. Требуют еды, обойдутся. Вообще тут что-то чаек какое-то безумное множество. Мне кажется, я прекрасно теперь понимаю, в принципе, почему эта птица находится на логотипе Brighton & Hove Albion. Тут что-то вообще какое-то засилие чаек. Мне кажется, тут их больше, чем людей приходит на матчи Брайтона. Ну и вот вход на гостевой сектор. А так выглядит очередь на него, вот, чтобы вы понимали. Очередь для болельщиков гостей тянется вообще куда-то за пределы стадиона, далеко-далеко. Что-то такой дичи я не вспомню нигде. Вроде приехал заранее, а успеть бы теперь к стартовому свистку. Ну и придя за 20 минут к стадиону, я оказался уже со стартовым свистком только на секторе. Конечно, с забитым. Ну и на где-то в 10-й уже минуте Брайтон открывает счет, ударит за штрафной, все очень даже легко влетает в ворота Ареала на радость стадиону. Ну, гостевому сектору, в общем и целом, пофиг.
бабл звучат, все на месте. Но я надеюсь, что хотя бы этот гол хоть как-то разбудит трибуны. Ставим на победу 2-1. Пошла самая ирония о том, что вы никакие не особенные, мы и так каждую неделю проигрываем. Но, в принципе, сезон действительно ужасный, хочется забыть и перелистнуть эту страницу в истории Вест Хэма. Вот хочется верить, что после забитого мяча фанаты Брайтона хоть чуть-чуть проснутся, потому что, собственно, гол свой они забили под заряды Вест Хэма о том, что как-то суппорта у них нету и что тишина на трибунах не особо такая прикольная. И вот буквально на пару секунд проснулись, покричали «Альбион, Альбион», да и опять затихли. В перерыве, конечно же, нельзя не спуститься в подтрибунку и не взять пинту бир Моретти, которая здесь стоит 7 фунтов. Это единственный вариант пива, ну, кстати, очень дорого для не лондонских стадионов. Ну и то, о чем я мечтал со своего предыдущего визита в Брайтон. Вот такой пирог. В прошлый раз он был просто фантастическим. Честно, мне кажется, это был лучший пирог из всех стадионных пирогов, которые я ел. Прикол в том, что для Брайтон Хоув Альбиона эти пироги делает вот такая контора Иглетс Pantry. Появились они в 2011 году, выиграли как раз тендер среди сотни других пекарен. Начали производить эти пироги зашли, и вот действительно я их ем с удовольствием. Так что если сейчас у вас есть под рукой что-то очень вкусное, тоже так же насладитесь этим, как наслаждаюсь этим замечательным брайтонским steak and ale pie. Чистый кайф. Просто, чтобы вы понимали, вот столько здесь начинки, если что-то видно. Просто огромные куски мяса, все это в соусе. 5,5 фунтов чистого удовольствия, просто топ. Вот лучшие пироги в Англии. Еще раз повторюсь, Брайтон Хоув Альбион, Иглетс Pantry. Топища. Второй тайм начинается с того, что мы сравниваем внезапно. Я еще не успел дойти из-под трибунки, как уже счет 1-1. Ну что, верим в команду, смотрим, что будет дальше. Вообще, конечно, сезон 24-25 для Вест Хэма получился максимально провальным. Команда остается в премьер-лиге только благодаря тому, что в ней были такие команды, как Саутгемптон, Лестер и Ипсвич. Иначе бы ждало нас рандеву с Миллволом в следующем сезоне. А так, довольно комфортный отрыв, туров за 10 до конца чемпионата. И, по сути, команда просто наигрывает какие-то схемы на будущее. Надеюсь, в следующем сезоне хоть что-то позитивное будет у нас. Ну, пока что на поле периодически бывают прям конкретно просветы, но в общем и целом какая-то безнадега. Тренеры меняются, а игры как не было, так и нет. Свой прошлый визит на American Express Stadium, в предыдущем видео как раз об этом стадионе, я был где-то вот там, на центре. Ну и тогда я с большим удовольствием смотрел на гостевой сектор. Здесь тогда квартировались болельщики Ливерпуля. Ну и я как раз и говорил, что с удовольствием готов вернуться сюда уже в качестве выездного фаната Вест Хэма. И вот он я. Честно, ну вот на гостевом секторе атмосфера действительно достойная. А домашние болельщики, что в первом тайме, что во втором, тихие и унылые. По-другому не скажешь. Сегодня большое количество зарядов посвящено Николасу Фулькругу, нашему немецкому нападающему, который после далеко не самого удачного матча против Саутгемптона в предыдущем туре дал очень такое жесткое с точки зрения Англии интервью, где сказал, что мы играли как дерьмо, игроки не выкладываются, вообще это позор, вся вина за результат на нас. Его за это посадили в запас на следующий матч.
Ну, а болельщикам, естественно, это все понравилось, поэтому сегодня половина зарядов именно про него, о том, что он у нас есть, о том, что он говорит все, что хочет, и многое другое. В общем, честно, было бы у нас 11 игроков, как Николас Фюлькруг, то хотя бы, мне кажется, команда бы билась намного более ожесточенно, нежели она делает это сейчас на поле. Ну и, конечно же, на трибуне просто огненная сейчас атмосфера. До конца минут 10 осталось. Такая красота. Ну и 2-2 спустя пару минут. Брайтон сравнивает. До конца осталось минут 5. И 3-2 на 92-й. Ну это что-то какое-то тотальное безумие происходит. Я не понимаю, как можно так расслабленно проводить концовку матча. Но это Вест Хэм. Все, практически сразу финальный свисток. 3-2 победа Брайтона. Ну, по делу, опять же, с такой игрой рассчитывать на очки невозможно. Играли отвратительно, как и весь сезон. Ну и после матча такие смешанные эмоции у болельщиков по отношению к команде. Кто-то аплодирует, кто-то, наоборот, громко заряжает бу. В принципе, всех можно понять. У команды нету ни страсти, ни желания биться за победу. И это, конечно, самое отвратительное в нынешнем сезоне. Ну и теперь меня ждет увлекательнейший квест под названием «Попытайся попасть в поезд и уехать обратно в Брайтон». Насколько я помню, опять же, по опыту предыдущего визита сюда, это было тем еще испытанием. Хочется верить, что сегодня ситуация будет чуток получше и получится побыстрее вписаться в электричку. А то что-то как-то застревать здесь не хочется. И хочется еще немножко погулять по Брайтону. Погода чудесная. До заката много времени. Можно еще, в принципе, насладиться приятным таким весенне-летним городом. Конечно же, приехав в Брайтон, нельзя не побродить по его променаду. Набережная здесь протянулась на добрый десяток километров. Ну и местами можно встретить такие интересные постройки. Вот, пожалуйста, дом вверх ногами. Или вот такое туристическое развлечение, башня 360 градусов. По-моему, она раньше называлась British Airways. То есть, по сути, это вот такая смотровая площадка-НЛО, которая поднимается куда-то наверх и откуда вы можете окинуть взором
Брайтон, его окрестности, а мне кажется, даже в хорошую погоду, возможно, и Францию увидеть, но это не точно. Ну и вот этот Brighton 360 пришел на замену брайтонскому колесу обозрения, которое снесли лет 10 назад, которое стояло возле брайтонского пирса. Кстати, на него раньше можно было зайти абсолютно бесплатно, а сейчас вам придется купить билет за 2 фунта. Ну и там вас ждет мини-парк аттракционов, какие-то игровые автоматы и прочие какие-то такие приморские английские развлечения. Вот здесь тоже когда-то был какой-то пирс, но он уже давным-давно канул в небытие. Брайтон город морской, так что ничего удивительного, что здесь есть большое количество палаток и ресторанов с рыбой и прочими морепродуктами. Если честно, тут местами глаза разбегаются. Здесь вам и мидии, здесь вам и устрицы, здесь вам и копченая рыба. Действительно, дары Северного моря на любой вкус и цвет. Ну и, конечно же, я не мог не приобщиться ко всей этой красоте. Взял себе вот такой прекрасный сэндвич с копченой рыбой. Внутри, собственно, киперс, копченая белая рыба, свекла, салат. Стоит двойная версия такого панини порядка 7 фунтов. Ну и глядя на вот эту чайку, которая очень даже мечтает о вкуснейшем бутерброде, я его предлагаю сейчас и употребить. Вкусно. Это действительно вкусно.